Добрый день, с вами Аграфена и мой канал Магии и Колдовства. Подробно обо мне можно узнать на моих сайтах, в шапке профиля. Есть под этим видео есть ссылки на мои соцсети. Сегодня у меня гадание с 3 по 9 апреля по знакам зодиака на влияние астрологических аспектов и комет, планет, созвездий. Каждое утро нас просыпаемся, потому что подвержены ритму Солнца. Когда оно заходит, мы ложимся спать по всей планете. Также есть другие влияния на нашу судьбу. Это родовые программы, работа с магией, с нашей судьбой, наперекор программам. Сегодня это гадание, которое учитывает именно влияние астрологические. Это Дева, Весы, Скорпионы, Стрельцы, Козероги и Водолеи. Смотрим, вторая половина. Что у Дев? С чем ходит Дева в эту неделю? Мир. Дева планирует поездку. Также состоится запланированная поездка. Примирение, расширение вашего влияния по миру. Сейчас посмотрим, с чем она срезонирует. Эта карточка. О, Верховная Жрица. Ну, Дева, мир. Смотрите, старшие арканы. Ваше очень сильное энергетическое поле. Подряд старшие арканы женского рода. Так, Верховная Жрица. Рай для разного рода магинь, астрологов. Управляете, получаете все, что вы хотите. Проявляете хитрость, проявляете влияние. Собственно говоря, вы главное. Даже если вы идете на собеседование, на какое-то как бы подчиненное действие, то все равно вы управляете хитростью, своими знаниями, своими умениями прикидываться, может даже где-то так мутить, крутить. Идеальная карта по вашему социуму. Король чаш. Ну, тут скорее веселье, тут скорее балабол. Человек, с которым вам родственник, друг, с которым приятно провести время, но не стоит надеяться. Бабник какой-нибудь, кстати, который может подумать, а не замутить ли вас с вами что-то. Ну, для мужчин это веселье, болтон, с которым нельзя развивать ничего серьезного. То есть какие-то серьезные дела нет. Это болтология. Состояние здоровья. Шестерка чаш. Можете ощущать последствия какого-то расстройства пищеварения. Это еще не само расстройство отдаленное. Ну, также ваша какая-то хроника, которую вы, собственно, умеете поддерживать какими-то таблетками. В общем, это не страшно, но она вас немножко огорчает, да, так что, ну, неприятно, да. Личная жизнь, боже, пошли сплошные старшие арканы. Еще третий старший аркан, дьявол. В личной жизни проявление власти, той же попытка управлять при помощи магии, обольщения, соблазн какой-то. Если сама дева, то она не пойдет на соблазн, дьявол перевернут, также пока не ясно итог ваших попыток там соблазнить кого-то. Пока дьявол перевернутый, вряд ли это возможно. Вау, это еще и 0, слушайте. Что-то у дев такое случается. Карта 0 говорит о новых каких-то шаге, который не свойственен вам, да, риск, в результате которого много поменяется. Я бы сказала, что это позитивная, скорее, перезагрузка сознания, действий, внешности. 4 старших аркана, это очень много на 6 картах. И творческие какие-то, Верховная Жрица, Шут, Дьявол. Ого. Получите, возможно, новые способности какие-то и мир. Причем, я бы даже сказала, славу. Интересная очень карта у дев. Смотрим весы. Весы экономят. Бухгалтер, который сидит, считает, или у вас этот бухгалтер, что мы это тратить не будем, это мы оставим на потом. Женщина-бухгалтер, жадновата женщина и такое желание удержаться на земле, на этой покрепче.
покрепче, поэкономнее. А работа, пей, гуляй. Работа приносит радость. Возможно, что это даже не работа, а прям какое-то парение, прекрасное настроение. Хороша карта для клиентского бизнеса, кто напрямую работает с людьми, устраивает праздники. Это даже, я бы сказала, какая-то встреча любви на работе, может быть, любимая работа, получение радости от работы всяческой, в том числе и материальной. Верховный жрец. Прекрасная карта для того, чтобы получить поддержку, бумаги, провести какие-то свои дела, особенно земные, земного толка. Верховное знакомство с верховным жрецом, который любого рода консультации пройдут очень успешно. Очень хорошая карта для того, чтобы получить нужные знания, нужное, кстати, обучение какое-то, пройти через важную какую-то, получить план действий, который обязательно сработает. Здоровье отличное, здоровье, настроение хорошее, питание, состояние, веселье, в общем, все отлично. Вы на коне, вы наслаждаетесь жизнью. Так, хоть О, император. Вот он, может, это он жлобяра такой. Так, император в личной жизни. Знакомство с пожилым таким властным дядькой. Также попытка управлять вашей жизнью. Но это при помощи, это скорее какие-то родители, какие-то пожилые советчики, которые пытаются вмешиваться в вашу жизнь. Для мужчин это может быть и вы сами, весы. А мужчинам, ну вот он, король Пентакли. Может быть, тут вообще даже три мужских фигуры. Верховный жрец, король Пентакли и император. Тут все на выборах весам. Но он так прям обещает, и можно так на него рассчитывать. О, колесница, прям скоро, быстро развивается какая-то дорога, какие-то бурное развитие. Я бы сказала, что все-таки бурное развитие в личной жизни. Это короткая поездка. В общем, такая очень интенсивная неделя с тайным экономией. И тремя мужчинами. Даже четвертый есть. Вот он. Всадник, который может означать также. Ах, такой задиристый какой-то массажист, тренер, врач. Наши скорпионы. А у скорпионов бурно мчится на вас интересные события. Вы на коне, у вас много интересов вокруг, знакомств, хотя тут может быть и работа, в которую вы вкладываетесь прям всеми силами. Знакомство с всадником огня по работе. Активный скорпион, активный, но устал. Вот работа вот не радует. Приходится идти на эту работу, не хочется, никакого настроения нет. Траты, это денежная сфера. Траты, которые не очень хочется делать, да, какая-то оплата, которую вы не чувствуете, что она вам приносит радость. Старые дела, старые знакомые в социальном окружении возвращаются со своими старыми наболевшими вопросами. Одно и то же по кругу. Возможно, известие о старых знакомых. Такое вот эмоционально, но не очень такое скука скорее, да, обсуждать тоже, что уже было, ушел. Опять его пытаться восстановить это общение, кто-то попытается. Кстати, по здоровью. Моральное состояние такое, грусть, печаль, воспоминания о том, что было когда-то хорошо. Вот такая вот ностальгия, посмотрю назад и грущу, есть такой по личной жизни. Перевернутая сила, попытка продавить, это также может попытка на вас, что-то продавить, узнать у вас, подчинить себе. Ну, если на вас, то от вас не... Скорпион один из знаков, на которых это вообще не работает, да, он себе там, наоборот, еще больше злится. И конец недели. Король мечей какой-то вам. Появление короля мечей, который хочет с вами провести какую-то акцию, что-то обсудить.
Поговорить. Для женщин что-то он хочет. Очень хочет. Стрелец. У стрельцов такое прям какое-то важные дела, важные земные дела, оформление каких-то покупки, продажи, знакомства с иерофантом, каким-то очень мудрым, нужным, важным человеком, получение знаний. Что? Что тут? Стрельцов в чудесах. На работе шут. Но шут для работы, для денег это рискованная очень карта. Вряд ли стоит рисковать, особенно если вы финансист, программист. Единственное, для кого эта карта позитивная, для разного рода актеров, людей творческих, художников. Тут да, тут стоит проявить какую-то... У вас будет желание проявить свое какое-то необычное, творческое, вот новое начало. Вдруг вам захочется что-то, такое отчудить. Это да. В остальных случаях это опасная карта. Несправедливость. Вот тут уже... несправедливость, возможно, вспышки гнева в общении с окружающими. Также несправедливость — это разного рода штрафы, невыгодные для вас решения в государственных органах. Также будет желание несправедливо осудить и вам. То есть ваше поведение такое хочется. Кого-то порубать, да? Есть такое. Организм не активен, то есть не сопротивляется. По сути, не означает там прям такое расстройство здоровья, но переутомление. Может быть, вы слишком много пытаетесь все сделать и сразу. Кстати, какое-то нездоровое, может быть, и похудение от того, что вы отчаянно пытаетесь, много энергии потратили. И вот не хватает уже и сил, чтобы ее решить. Вау. Так, мах в личной жизни. Вау, вот он шут, мах. Слушайте, иерофант. Не получите неожиданное предложение, я так понимаю. Вот оно, иерофант, мах, шут. Причем оно как-то связано с каким-то союзом. Это может быть, это человек, у которого с вами общие взгляды, общая работа, общие интересы, творческий союз, бизнес-союз. Это может быть вы сами, если вы мужчина. У вас какой-то очень новый, очень интересный творческий период начинается, который, что-то такое попрет вам. Еще белая карта. Слушайте, мистика какая-то. Дева. Вообще скорпионом. Что очень много выпадает значимых старших арканов, очень сильные высшие влияния, которые благодатны, да, белые карты, верховные жрецы, шуты падают. Тут очень знаковая неделя, особенно она касается сотрудничества с другими людьми, которые могут прям с вами в объединении, вместе с ними в сотрудничестве, рука об руку, пройти через врата какие-то вашей судьбы новые. Так, наш Козерог. Козерог в старом погряз. Все в старых каких-то проблемах, переживает за прошлое. Какие-то дела, кто-то вас беспокоит эмоционально. Нудит. Хотя сам Козерог тоже любит вот так вот попилить кого-то из прошлого. По состоянию, по работе. Все по-прежнему, как-то маловато. Знаете, не трачу много, но и не получаю больше. Вот так вот. Потихонечку, помаленечку называется. Сижу на своем сундучке. По социуме. Король жезлов. Встречи, яркие события. Возможно, просто светская жизнь, где вы знакомитесь с разного рода людьми интересными. Для женщин это знакомство. Король жезлов — это всегда мужчина с сексуальным подтекстом, который может стать в перспективе вашим каким-то более близким другом.
активное земное начало, чтобы решить какой-то вопрос, продвинуть свои интересы. Можете обращаться к нему, вместе с ним сотрудничать. Дальше. Так, рыцарь мечей. Так, раздраженное состояние сознания, очень характерно для козерогов, мелкая критика, все вас раздражают, громкие звуки. Это больше нервного такого характера, может даже там где-то что-то поколоть. Вот такая вот не нервные козероги. О май год, белая карта опять. В личной жизни как какой-то новый вообще проход через врата, проход в какую-то новую судьбу, совершенно новое прозрение. Это может быть и старая перезагрузка старых отношений, в которых у вас появляются новые цели, новые идеалы. Вы смотрите друг на друга по-новому. Кстати, те, кто не мог решить какой-то вопрос, материальный, с деторождением, со здоровьем супруга, вот он ваш шанс. Какая-то идея придет. Белая карта это всегда через дух идет. Через идею, через переживания, через эмоции, через перезагрузку сознания, бессознательного. Также можете, хотя эта карта отсевает старые ненужные связи тоже. И конец недели. Колесо фортуны назад. Вау. Все-таки вот очень сильно прошлое. Знаки Земли. Это очень медленно. Люди переживают все свои отношения. И вот они долго тянут на себе прошлое. Возврат к прошлому, он вас тянет назад. Учтите. Затягивает прям. Опять попрут бывшие, вы, это также может и ваша идея начать их там крутить, мутить. Но это тормоз, как мы видим. Водолеи. Вестник водолей раздражены. Причем по пустякам. Также, возможно, люди, которые к вам цепляются ни о чем, которые критикуют вас на ровном месте. И сам такой вот водолейчик, он потерялся. Личная жизнь, материальные дела, праздник, победа, победа в конкуренции, у вас хорошее собеседование, в котором вы будете довольны, и работа, которая вас прям радует, коллектив единомышленников, которым очень радостно. Также эта карта для любой денежная энергия говорит о том, что у вас всплеск интереса к вам, продаж ваших каких-то, повышение чека. Дьявол. Дьявол для тех, кто любит божиться там, да, креститься, это карта все-таки соблазна, что вас могут обмануть, развести. Для тех, кто не слишком придерживается, да, этой веры, это скорее ваша попытка, ваша способность управлять миром через вот какой-то соблазн, через какую-то хитрость. Вот вы просто решаете для себя, да, проявление хитрости либо по отношению к вам и очарование, либо это все-таки вы в руки возьмете этот инструмент. Тут только ваш выбор. А вот по здоровью вопрос. Это может быть критическое состояние, хроника, которая у вас до больницы, до какого-то неожиданного скорого случая, который потребуется помощь. Да. Будьте готовы, помните, что у вас там за расстройство, что у вас там за хроника. По состоянию в личной жизни. Переговоры, вот, которые пока ни к чему не ведут. Ты мне, я тебе, но я не знаю, что делать. В общем, водолей еще не знает, что ему делать в этой сфере. Зато переговоры, а тут император. То есть все-таки есть покровитель, который, старший аркан, для водолеев окажет какое-то важное влияние, помощь, идею какую-то подкинет. Также это человек, который при власти, в состоянии управлять, и он позитивно пожилой человек, который в позитивном
положении к вам падает помощь. Это не обязательно вообще такой царственный он какой-то вам помощь окажет. А с вами была Графина. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. До свидания.